Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и я приветствую любителей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Я уже выпускал на своем канале пару видео, в которых говорится о некоторых исправлениях MIUI 14. В данном ролике продолжу эту важную тему. Многие пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco после обновлений на MIUI 14 стали жаловаться. В клавиатуре на их смартфонах стал появляться отступ, которого не было в предыдущих версиях MIUI. Также и я на своем канале в комментариях и в личных сообщениях замечаю, что пользователи спрашивают, как убрать этот отступ. Сейчас покажу, с чем связана данная проблема и как она решается. Также поговорим об экономии энергии батареи на смартфонах Xiaomi. Есть одна настройка, которую нужно отключить, но обо всем по порядку. Итак, друзья, начнем с клавиатуры и ее отступа. Зайдем в настройки и откроем клавиатуру. В MIUI 14 вот здесь снизу появился характерный отступ, который мешает многим пользователям. Сейчас покажу, как решается эта проблема. Помимо отступа у вас пропадет и вот эта стрелка, которая закрывает клавиатуру. По своей сути эта стрелка бесполезна, так как клавиатура закрывается вот таким жестом, если у вас включена соответствующая навигация. Итак, друзья, решается это все очень просто. Зайдем в настройки, рабочий стол, способ навигации, скрыть полноэкранный индикатор. Полноэкранный индикатор включает данную полоску. Если у вас так же, как у меня, не включена данная галочка, у вас есть данная полоска. И соответственно у вас такой же отступ, как и у меня. Снова иду в рабочий стол. Способ навигации. Ставлю галочку «Скрыть полноэкранный индикатор». Вызываю клавиатуру. Отступ пропадает. Здесь все очень просто. Ну и к слову, друзья, добавлю, что данная полоска, которую мы отключили, ни на что не влияет. Переходим ко второй части видео. Как я сказал, это будет касаться экономии наших батарей. Зайдем в настройки. В самом низу местоположения. Доступ приложений к геоданным. Заметил здесь такую настройку, которую я раньше уже отключал для экономии энергии. Видимо, она включается заново, когда приходят новые версии MIUI. К чему же относится данная настройка? Приложения с этим разрешением могут получать доступ к местоположению устройства, то есть в любое время. Спускаемся здесь немного ниже, находим пункт «Разрешено всегда». У вас также в этом пункте должен быть Google. Суть заключается в том, что эти разрешения нужно отозвать. Для Google в данный момент разрешено использовать навигацию в любое время. Нажимаем «Спрашивать» каждый раз. Без этого разрешения основные функции устройства могут работать неправильно. На это не нужно обращать внимание, так как мы всего лишь Google запрещаем отслеживать наше местоположение. Нажимаем «Все равно запретить». Тем более местоположение мы ему полностью не запретили. Теперь он просто будет спрашивать нас, когда ему нужно будет активировать местоположение. В общем, данная настройка помогает экономить батарею. Повлияет ли данная функция, допустим, на поиск вашего смартфона при утере? Нет, не повлияет. Нажмите вот эти три точки «Показать системные процессы». Поиск устройства – это отдельная функция. На ней даже нельзя запретить отслеживание. Так же, как и на других важных функциях. Также, когда я нажал три точки и включил системные процессы, у меня появилась такая вкладка Android System Intelligence. Последний доступ был вчера в 19:51, то есть эта функция сама также включает геоданные. Как и Google, полностью мы ее не перекрываем, а просто ставим «Спрашивать» каждый раз. Теперь можно еще раз нажать три точки и скрыть системные процессы. И из обычных у меня осталась трансляция. Ей вообще можно запретить доступ. Если у вас также в этом пункте остались какие-то приложения типа трансляции, вам нужно запретить им доступ. Либо если это какие-то важные приложения, типа карты, им нужно ставить «Разрешать только во время использования», либо «Спрашивать» каждый раз. Думаю, здесь все понятно. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие интересные ролики, включайте колокольчик. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!